Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, где мы сегодня отправимся в захватывающее путешествие по мегалитическим сооружениям, которые переписывают историю. Эти колоссальные каменные структуры, разбросанные по всему миру, от Ливана до Египта, Мексики, Перу и даже России, заставляют нас задуматься. А что, если наше прошлое намного сложнее и загадочнее, чем мы привыкли думать? Некоторые из этих сооружений настолько древние, что, возможно, их создали не Homo sapiens, а какой-то другой разумный вид, давно исчезнувший с лица Земли. Давайте вместе разберемся, что скрывается за этими каменными тайнами, и попробуем понять, как древняя инженерия могла существовать в масштабах, которые кажутся невозможными даже для нас, современных людей. Начнем с Бальбека, расположенного в современном Ливане. Это место – настоящая аномалия, вызов всему, что мы знаем о древних технологиях. Представьте себе, гигантские каменные блоки, некоторые из которых весят более 1000 тонн, уложены с такой точностью, что между ними не просунуть и лезвие ножа. Даже римляне, известные своими инженерными достижениями, смотрели на эти мегалиты с изумлением. Один из самых впечатляющих элементов Бальбека – так называемый трилиатон – 3 огромных блока, каждый весом около 1000 тонн. Чтобы вы могли представить масштаб, это примерно как 300 слонов, стоящих друг на друге, или 2 полностью загруженных грузовых поезда. А теперь подумайте, эти камни не просто огромные, они идеально подогнаны друг к другу и стоят так уже 1000 лет. Как это возможно? Ученые до сих пор не могут дать точного ответа. Обычно археологи любят объяснять все примитивными инструментами и упорным трудом, но здесь их теории звучат неубедительно. Бронзовые орудия и деревянные рычаги? Серьезно? Это как если бы я сказал вам, что построил небоскреб с помощью зубочисток и веры в лучшее будущее. Но Бальбек не ограничивается трилиатоном. Там же находится так называемый забытый камень, самый большой обработанный каменный блок в мире, весом 1650 тонн. Этот монстр так и остался лежать в карьере, где его вырезали. Почему его не закончили? Может, строители поняли, что переоценили свои силы? Или что-то заставило их бросить проект? Одна из гипотез гласит, что здесь использовалась утраченная технология. Нечто, что позволяло древним людям манипулировать такими массами с легкостью, недоступной даже современной технике. Другая теория предполагает, что создатели обладали секретными знаниями физики, которые мы до сих пор не разгадали. А есть и традиционное мнение. Мол, древние были просто умнее, чем мы думаем. Но давайте честно. Как можно поднять 1650 тонн без кранов, без машин, без чего-либо, что мы считаем необходимым для таких работ? Это загадка, которая заставляет задуматься. А что, если история человечества – это не линейный прогресс, а цикл взлетов и падений, где знания то появляются, то исчезают? Теперь перенесемся в Монтану, США, где спрятана еще одна тайна – Стена Мудреца. Это сооружение длиной 275 футов и высотой 24 фута. Кажется чем-то из другого мира. Камни уложены с невероятной точностью, как будто кто-то с маниакальной любовью к порядку выстраивал их по линейке. Впервые о стене заговорили в 1996 году, когда местные жители Кристофер Бортон и Линда Уэлш наткнулись на нее на своей земле. С тех пор выдвигаются разные версии. Одни считают, что это дело рук доколумбовой культуры, другие, что это просто природное образование. Но вот что интересно. Вокруг стены нет никаких следов цивилизации. Ни инструментов, ни поселений, ничего. Каждый камень весит несколько тонн, и они сложены так плотно, что между ними не просунуть даже иголку. Если это природа, то она явно решила пошутить над нами. А если люди, то кто они были и почему оставили только эту стену? Может, это остатки народа, который исчез без следа? Или, как любят фантазировать некоторые, работа пришельцев или путешественников во времени? Пока ответа нет, и Стена Мудреца продолжает молчать, храня свои секреты в глуши Монтаны. Далее, Стоунхендж в Англии. Все знают эти загадочные камни, но мало кто задумывается, что за ними скрывается нечто большее, чем просто туристическая достопримечательность. Построенный около 5000 лет назад, Стоунхендж изначально был не просто кругом камней, а огромным кладбищем. Сотни кремированных тел были захоронены здесь задолго до того, как появились знаменитые мегалиты.
Это место связано со смертью и ритуалами, возможно, с поклонением Солнцу и Луне. Его ориентация совпадает с летним солнцестоянием и зимним закатом. Но вот что действительно жутко. Примерно в раннем Средневековье здесь произошло убийство. Археологи нашли скелет человека, обезглавленного прямо на территории Стоунхенджа. Почему его казнили? Никто не знает. Может, это была жертва, может, наказание. Интересно, что само название Стоунхендж с древнеанглийского переводится как «каменная виселица». Совпадение? Не думаю. Это место хранит в себе мрачную энергию, и даже спустя тысячелетия оно продолжает притягивать людей. Теперь уже не для ритуалов, а для селфи. А теперь давайте заглянем в Сибирь, в Алайские горы, где в 2013 году археолог Руслан Пулков обнаружил нечто невероятное. Среди суровых пейзажей он нашел мегалиты, напоминающие дракона и грифона. Дракон весит 120 тонн. Его гладкие черты выглядят так, будто их вырезали из камня с умыслом, а не случайным образом. Пулков считает, что этим сооружением может быть 12 тысяч лет. Это конец последнего ледникового периода. Если он прав, то в Сибири существовала цивилизация задолго до Стоунхенджа. Рядом с драконом стоит грифон. 18 футов длиной и 10 футов высотой. Некоторые связывают его с культурой кифов, живших около 3000 лет назад. Но дракон слишком стар для них. Кто же вырезал эти фигуры? И зачем? Может, это были символы силы, охранявшие что-то важное? Пока ученые спорят, эти каменные стражи молча стоят в холодной пустыне, словно напоминая нам, что мы знаем о прошлом куда меньше, чем нам кажется. Перенесемся во Францию, где в 2018 году археологи нашли странный каменный комплекс близ города Мсаньи. Огромный центральный столб весом 5 тонн окружен кругом меньших камней. Но вот что необычно. Главный камень никогда не стоял вертикально, а лежал на боку. Почему? Строители бросили работу на полпути, или это было сделано намеренно? Еще загадочнее то, что меньшие камни позже кто-то опрокинул и закопал. Зачем? Это похоже на древний акт вандализма или ритуал, о котором мы ничего не знаем. На камнях вырезаны символы, U-образные формы, шевроны, кресты, но их значение утеряно. Это как древний ребус, который никто не может разгадать. Может, это было святилище? Или попытка что-то скрыть? Французские мегалиты добавляют еще один слой к нашей головоломке о прошлом. Теперь Испания и Манго-де-Ла-Ман – мегалитическое чудо, построенное между 3800 и 3600 годами до нашей эры. Здесь 32 огромных камня, самый большой из которых весит 150 тонн. Это в 5 раз больше, чем камни Стоунхенджа. Но что поражает больше всего – это инженерная точность. Потолочная плита слегка изогнута, как арка, распределяя вес так, что сооружение стоит тысячелетиями. Это не просто грубая сила, это знание геометрии и физики, опередившее свое время. Как неолитические люди, которых мы представляем с примитивными орудиями, могли создать такое? Может, они учились у кого-то более развитого? Или это мы недооцениваем их гениальность? Манго-де-Ла-Ман заставляет нас пересмотреть все, что мы думали о древних строителях. И, наконец, плоскость кувшинов в Лаосе. Тысячи гигантских каменных кувшинов, некоторые весом до 30 тонн, разбросаны по джунглям. Местные легенды говорят, что в них хранили вино для древней армии, но археологи считают, что это часть погребального ритуала. Возможно, тела помещали внутрь для разложения. Им около 3000 лет, но их перевозка на 5 миль от каменоломен остается загадкой. Как это сделали без техники? И почему некоторые кувшины старше найденных рядом тел? Это место, где история смешивается с мифами, а опасность с неразорвавшимися бомбами времен войны делает исследования почти невозможными. Что объединяет все эти сооружения? Они бросают вызов нашим представлениям о прошлом. Может, это работа давно забытых цивилизаций? Или следы технологий, которые мы потеряли? А может, древние люди были куда умнее, чем мы думаем? Напишите в комментариях, что вы думаете об этих мегалитах, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые расследования. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.